Среди моих знакомых очень много семейных пар, которые не могут иметь детей. В последнее время это стало настоящей глобальной проблемой. Все больше приличных и благополучных семей остаются бездетными. Плохая экология, постоянное переутомление, сильные стрессы, сидячий образ жизни и другие факторы отрицательно сказываются на здоровье людей. Бесплодными могут быть как женщины, так и мужчины. Это очень печально на самом деле. С проблемой разные люди справляются по-разному. Одни решаются на гормональную терапию, другие на искусственное оплодотворение, а некоторые даже к бабулькам-знахаркам обращаются. В случае с лечением важно точно определить, у кого в паре проблема, иначе получится, как у одной моей подруги, несколько лет ее пичкали гормонами, подорвали ей здоровье, а бесплодным оказался муж, а не она. С искусственным оплодотворением, тоже связаны определенные трудности и серьезные материальные затраты. Одна знакомая пара так родила двойню, хотя хотели они только одного ребенка. А уж к знахаркам ходить — это вопрос того, верят ли люди в высшие силы или нет. Когда ни один из способов не помогает, или когда люди не хотят играть со своим здоровьем, они идут на усыновление или удочерение ребенка. К сожалению, не все способны принять чужое дитя, поэтому есть такие, которые сдаются после попыток зачать собственного ребенка и в итоге остаются одни, не желая воспользоваться возможностью взять приемного ребенка. Среди моих знакомых есть 3 семьи с приемными детьми. Сначала надо пройти кучу инстанций, собрать миллион бумажек, а потом ждать появления ребенка, а найти своего ребенка тоже не так-то просто. Может год пройти, пока появится малыш, которому лежит душа и сердце. И вот техасской молодой семейной паре Марку и Лауре наконец удалось усыновить маленького мальчика. Этот ребенок был для них настолько долгожданным, что они не могли нарадоваться его появлению в своих жизнях. Это была настоящая искренняя материнская и отцовская любовь к родному чаду. Через время они поняли, что их любви хватит и на второго ребенка. Они захотели удочерить еще и девочку, уж очень им хотелось иметь и любимую дочку. Перед удочерением они видели фотографии Маля, так звали девочку, когда та была совсем еще младенцем, 2 месяца, 3, 4, полгода. Тогда еще невозможно было рассмотреть ее переживания, чувства, эмоции. Ребенок был еще совсем маленьким, похожим на других детей в этом возрасте. Но Марку и Лауре девочка понравилась. Малышка была родом из Таиланда, родилась в малообеспеченной семье и была в раннем возрасте отдана в мрачный детский дом. Лаура и Марк поехали в другую страну, чтобы забрать ребенка. Девочка была очень рада попасть в благополучную семью, это была ее 4-я семья. 2 месяца Малеа жила со своими новыми родителями, ее любовь к этим людям не знала границ, радости ее не было предела. Но вдруг Лаура получила фотографии повзрослевшей Малеа, снятые за пару месяцев до встречи с ней. Это были кадры из детского дома и одно фото из предыдущей приемной семьи, которая в итоге вернула девочку обратно в детдом. После просмотра этих фотографий Лаура была просто разбита, она не могла поверить, что это ее ребенок, потому что она никогда не видела свою девочку такой грустной, и печальный это был совершенно другой ребенок, не та веселая, жизнерадостная, воспитанная малышка с горящими глазками и постоянной, милой улыбкой, которая жила в их доме. «Это не моя дочь», — воскликнула Лаура. Она и Марк просто отказывались верить в то, что их малышка так страдала, была так обделена любовью. Это была Малеа, но не их Малеа. Лаура сняла видео, чтобы показать всему миру, что такие грустные дети нуждаются в любви и внимании, им нужны любящие родители, полноценные семьи. Посмотрите видеообращение Лауры. Сейчас Мале живет в прекрасной семье, радуется жизни. Это совсем не та девочка, которую Лаура показывала на фото. Малышка изменилась до неузнаваемости. Вы только посмотрите на нее теперь. Посмотрите, как она радуется, как ее любят родители и брат, она отвечает им взаимностью. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.